Народ, всем привет! И, как я и говорил в прошлый раз, Gepard C Mark V все-таки вышел в исполнении с O4 модулем. То есть здесь у нас теперь новая видеосвязь, рама по большому счету особо не поменялась. Есть некие моменты, немножко другое крепление камеры, немножко сзади по-другому сделано, но в большей части это абсолютно тот же аппарат. Поэтому давайте посмотрим сегодня, что это, как оно снимает, как оно летает, как оно настроено и как оно выглядит. Погнали! И внутри нас встречает аппарат, новый Mark V. На самом деле у него есть два или даже три исполнения различных цветов. В данном случае у нас вот такой вот зеленый. Напоминаю, что Gepard C позиционирует Mark V как более дорогую версию 5-дюймового аппарата. Потому что у нас также еще есть Vapor, который по большому счету особо не отличается. Ну и касаемо Vapor, вот он у нас в кадре. Я уже на его снял кросс, я как в прошлый раз рассказывал, летает на DJI-апке. И поставил GPS-антенну. Моторы здесь 2207, здесь 2207 с половиной, чуть-чуть крупнее. Но здесь еще приставка E, это типа более экономичная версия. Ну и 1960 kV одинаковые. Касаемо внешнего вида, конечно, на Vapor они чуть проще выглядят. Здесь это все-таки более премиальные моторы, они выглядят действительно дороже. Но лучше ли они летают, мы сегодня посмотрим. Касаемо самого аппарата, ну да, он выглядит более стильно, более узко, более прикольно, как будто бы менее дубовая рама, потому что на Vapor она все-таки как-то сделана достаточно простенько. Здесь она все-таки какой-то здесь вот изгиб необычный. Ну, я не знаю, на летных характеристиках это обычно такие вещи не складываются. Но оптика, да, оптика немножко покруче. O4 юнит сразу установлен здесь, как я уже сказал, сзади. И что интересно, у него напечатана вот такая вот небольшая 3D крепежная деталь. И при этом, как видно, здесь вот есть вот такие воздухозаборники, через которые воздух, я уже посмотрел, там есть тест, забирается снаружи и подается как бы на O4 юнит. Хотя он не так сильно греется, но это еще позволяет его чуть ниже опустить температуру. Это прекрасно. Касаемо передней клетки, она сделана чуть-чуть иначе, чем на Vapor. На Vapor она сделана чуть-чуть попроще, но там чуть по-другому угол настраивается с двух сторон. Здесь винты только сверху. То есть угол относительно нижнего винта не настраивается. И еще здесь добавили дополнительную перекладину. Я так полагаю, это нужно для того, чтобы вы могли вот эту верхнюю часть, она снимается полностью. Потому что здесь 4 винта и небольшая карбоновая пластинка. Но здесь вот есть вот такое крепление под GoPro, которое становится ровно на место этой карбоновой пластинки. Также положили липучек под аккумуляторы. Здесь есть обычный 20 на 220 и есть еще 15 на 250. То есть более длинный ремень, возможно, для более крупных аккумуляторов. Здесь есть еще вот такие две подножки. Я вот не совсем понимаю, для чего они нужны. Обычно такие штуки, одна вот у нас с бортиком, другая без. Обычно их кладут под аккумуляторы. Чтобы вот снизу вы, например, закрепили аккумулятор и вот так с него стартуете, то неужели они хотят, чтобы вы аккумулятор снизу закрепляли? Это интересный вариант. Да, ребят, похоже, это не то. Похоже, что это как раз более крупный аккумулятор снизу крепить. Если вам нужно, вот такое редко встречается. Обычно на фристайловых аппаратах, какими является как раз Mark V, аккумуляторы крепятся сверху. По остальным комплектующим здесь точно такой же есть брелок, который уже 1000 раз миллионов видели. И есть еще крепление под камеру, но если у нас здесь силиконовое, настоящее отлитое крепление, то у нас здесь 3D-печать еще есть. Куча баллонников, запасных винтов, ну и все остальное, что нам особо не интересно. Также нас радует вот такими замечательными зелеными изумрудными пропеллерами Gemfan. Это свежие пропеллеры Vanistyle 5136. Очень красивая упаковка у них, смотрите какая. Нравится. Еще, что я бы сделал, ну для себя, так, чисто не для вас, но вы как бы подумайте, вам надо это или нет. Но для себя бы я еще залакировал всю электронику, разобрал бы дрон целиком и хорошенько промазал лаком. Недавно я, кстати, рассказывал о том, как лачить дроны так, чтобы можно было хоть в дождь, хоть в снег, хоть под воду. И гайд очень актуальный. Сейчас как раз такая пора, когда электроника становится все дороже и мельче. Не хотелось бы из-за легкой влажности в воздухе потерять дорогой видеопередатчик, или полетник, или регулятор. Полетный контроль у нас на 722 чипе V3 с Bluetooth. То есть можно сейчас будет подключиться с телефона, проверить, что все настройки совпадали. Касаемо регуляторов, здесь написано, что это BLHeli 32. Как это работает, учитывая, что BLHeli 32 вроде как закрылись и больше не лицензируют свои прошивки, я не знаю. Но, тем не менее, 50 ампер, 96 кГц с завода настроено. Это, конечно же, можно поднастроить как вам удобно. Но
если оно все работает как надо и хорошо настроено и классно летает, ничего трогать я, в общем-то, не собираюсь. Что еще забыл, кстати, упомянуть? Смотрите, ребят, вы видите вот эту вот замечательную длинную антенну, внутри приемник Crossfire. И даже это не собственный продукт Gepard-C, это настоящая TBS-овская антенна. Настоящая, качественная кроссфайровская антенна. Они наконец нас услышали, что мы хотим на нормальных аппаратах иметь нормальную антенну, на которой можно хоть на 30 км бахнуть. Правда, аппарат настолько не улетит. Что интересно, при этом они отказались от GPS на этих Mark 5. Соответственно, у вас есть качественное радио, но при этом нет GPS. И как бы он даже не подразумевается. Просто так вы доукомплектовать его не сможете. Нужно будет что-то самому печатать, рисовать, искать какие-то чертежи, потому что сходу здесь ничего не прикрутишь. Небольшой лайфхак. Пока я настраиваю свежий аппарат, я сразу накручиваю пропеллеры, чтобы посмотреть, как они стоят, чтобы убедиться, что все работает. Можно будет потом через Betaflight проверить направление вращения пропеллеров и все такое. Но при этом я их не закручиваю, а это значит, что если моторы по какой-то случайности раскрутятся, но пропеллеры, как только обо что-то ударятся, они не продолжат вращаться и не будут крутиться вместе с ними. Это безопасно. Как видно, здесь Betaflight 4.4.3 не последняя версия, но нормально, на ней он летать будет. Сразу перейдем давайте в эксперт режим. Посмотрим, что у нас здесь может быть так, не так. Но здесь вроде все окей. Единственное, говорит MSP Connection, то есть у нас подключено через Bluetooth к телефону. И No Valid Receiver, то есть пока еще не забиндилась аппаратура, он не видит приемник. Все остальное вроде работает. Режимы на первый ARM, на второй Angle, на третий Beeper. Моторы подключены протокол DShot 600. Но больше всего интересует, конечно, и вас, и меня. Это не то, какие здесь, например, PID-loop настроен или Craft Name, то есть название аппарата на USD, который будет отображаться, а вот эти вот настройки PID профиля. Вот так вот они выглядят. Здесь слайдеры вот в таком положении. Прекрасно. Остальные настройки выглядят вот так. Запоминать, мало ли, может пригодятся. Ну, рейты более-менее стандартные. И фильтры. О, 1.3 аж выставили. Это неплохо. Это значит довольно чистый аппарат. Это хорошо. А остальные настройки меня вроде устраивают. Вроде все окей. Все настроено. Теперь что нам нужно? Нам нужно сейчас найти пару красивых мест и посмотреть, как этот аппарат летает и как этот аппарат снимает. Снимает он, я думаю, на уровне так же, как и большинство экшн-камер. То есть дополнительную экшн-камеру в большинстве случаев я не вижу смысла дополнительно вешать. А вот по поводу летных характеристик сейчас мы выясним. Так, ну вроде все готово. Полетели. Какие кайфовые цвета на Air Unity. Знаете, что я думаю? Что там наверняка цвета обычные стоят. То есть не D-Log, не плоские. Да, Color нормаль. Color нормаль убираем. Ух! Ха-ха-ха! Первый раз на этой локации. Сегодня смотрим один раз, что здесь вообще есть. Ребят, я сейчас монтировал ролики влог с Бали. Кстати, заходите, посмотрите, если хотите. Очень интересный материальчик. Но там настолько большая разница О3 и О4, ну просто космос. Там настолько больше деталей видно, больше понятно, что происходит на О4. И да, это как бы и та камера, и эта камера очень хороши. И да, эта камера лучше в вечернее время, но даже в дневное время там разница просто колоссальная. Ты вроде смотришь, ну я там летал на Авате 2 и на обычном FPV кваде с О3 системой, тогда еще О4 не было. И на Авате, ну, кадр сочный, он классно выглядит, а на О3 слегка мазня. Хо-хо-хо. Нормально его подкидывает. Я вот сейчас убавляю газ все ниже и ниже, он все никак не упадет. Кайфовый аппарат. Такое ощущение, что у него много тяги, он достаточно легкий. Но это первое впечатление. Сейчас мы еще посмотрим, как она будет. Есть некая инерция, он не такой легкий. А аппарат не должен быть сильно легким. Если он легкий, он летает немножко странно. Ну, к этому тоже можно привыкнуть. Но обычно аппараты с каким-то дополнительным весом все-таки чувствуются на стиках приятнее. Здесь справа дом, по-моему, да? Я не очень хочу вокруг дома летать. Здесь водоохранная зона, это какие-то постройки, связанные с этим. Может, какое-то фильтрационное сооружение, может быть, еще что-то. Может быть, для замера воды там стоят какие-то датчики, не знаю. Но я думаю, что здесь мы никому не будем мешать, если мы здесь тоже полетаем. Здесь со всех сторон вот такие бачки специальные. Там тоже что-то отслеживается, контролируется.
Очень мягко летает, ребят. Пробвоша почти нет. Носом тоже почти не кивает, хотя я довольно агрессивно дергаю. То есть вот это точно отстабилизируется в Gyroflow. Но, кстати, смотрите, как пропеллеры дергаются вверх. На подхвате они немножко подтягиваются вверх. Но пропеллеры в кадре. Вот что я хотел сказать. Пропеллеры тупо по центру кадра. Я не знаю, насколько их хорошо можно будет убрать и насколько полностью они ведут в каком-нибудь Gyroflow. Но большинство аппаратов у них, знаете, как-то, проб это видно. Но вот не так, чтобы они прям по центру кадра. Здесь они прям достаточно близко к центру стоят. Не знаю, не знаю. Может быть, угол шире здесь или камера глубже посажена. Но камеру ближе наружу не выдвинуть. Да и смысл, на самом деле. Сегодня сейчас мы еще летаем без ND-фильтров, потому что уже закат был. Солнце закатилось, солнце вот там. Можно, кстати, подняться вверх, посмотреть на него. На следующей батке посмотрим. Но сейчас достаточно темно уже. Хоть и на камеру это не кажется так. Не похоже. Ой-ой-ой, оказывается, как далеко от дерева отлетел. Хотя я вроде не сильно далеко отлетаю, как будто бы. Достаточно хороший толчок назад дает аппарат. Тяги много. Ну и налетали мы на батке маленькой 1300, или даже 1250, 1300, по-моему. 5.40, и батка еще не в хлам, то есть еще чуть-чуть можно, я думаю, 6 минут. Это неплохо. Ну вот, я довисел до 6 минут ровно. 6.01 и 3.47. Вполне нормально, я считаю. Вполне нормально. Как же он легко стартует, смотрите, 20% он уже полетел. Почопал. Так, ну давайте посмотрим, наверх слетим. GPS нет, поэтому я сильно как-то куда-то улетать не буду. Страшновато. Но вот так посмотреть, само то. Ну, феноменально быстро он поднимается вверх. А солнце будет? Ну, видимо, уже... Нет, мы до облаков долетели так-то. Не, ну в облака я не планировал лететь. Полетели вниз. На нуле газа, кстати, работает неплохо. Чуть-чуть его минимально подряхивает. Но на нуле газа это допустимо. Но в целом, конечно, аппарат очень-очень мягко настроен. Отпустил полностью стики. Ну, картинка даже не шелохнется. Впереди все очень четенько. Ну и раз аппарат так прикольно летает, я думаю, почему бы не слетать вот туда хотя бы. Здесь буквально, не знаю, там меньше километра дистанция. Да, без GPS, да, есть вероятность потерять, но она всегда есть, поэтому давайте посмотрим. Что сенсор рос? Тут сенсор рос. Насколько же мягко работает экспокоррекция у DJI, очень плавно подстраивает яркость в картинке. Прям, ну, я чувствую, что она меняется чуть-чуть, то светлее, то темнее становится. Но это так нежно и аккуратно происходит, что не бросается в глаза. Это круто. Вообще с этой камерой они реально сделали большой прорыв, я считаю. Вот тут дорога сверху, прикиньте. Пробивная способность О4 поражает. Тут вот смотрите, холм, деревья, большой дом. И я позади них летаю спокойно. У меня нормальная картинка. Да, мегабитов мало, но картинка хорошая. Вот это же кайф! Как же он хорошо летит. 6, опять же, полноценные минуты вылетали.
Я слетал наверх на гору, полетал здесь, и у меня все еще осталась куча аккумулятора. Еще долетал я его, и такое ощущение, ребят, знаете что? Что он хорошо очень себя тягает. А это что значит? Что у него много тяги. Моторы все-таки крупные, много kV. Возможно, можно сюда поставить тяжелую литионку, и, возможно, он будет с ней даже очень бодро и весело летать. Я бы хотел это попробовать. Все так же здесь нет GPS, то есть длительное полетное время не означает, что вы можете летать дальше. Просто будете летать дольше, но в крайнем случае я вместо крепления под GoPro вот сюда, оно мне не особо нужно, на самом деле, крепление под GoPro ставить не буду, могу сюда нарисовать крепление под GPS, вставить сюда GPS. На полетнике достаточно различных свободных выходов, куда это можно будет подпаять, и можно летать на любые дистанции действительно уже с комфортом. Ну что ж, следующая полянка, и как видно, здесь уже есть небольшие апдейты, а именно я поставил сюда GPS. Зеленого пластика у меня не было, поэтому я это напечатал синим. Нарисовал я сам крепление. Может быть, если успею, выложу. У меня столько всяких чертежей, на самом деле. Я каждый раз почти каждый проект 3-4 каких-то маленьких момента рисую. И у меня скопилось несколько тысяч чертежей, готовых из телефайлов под разные рамы, под разные компоненты, просто потому что я каждый раз практически в кастомную рисую, потому что я знаю, чего я хочу, и быстрее, мне кажется, саму нарисовать, чем 20-30 минут сидеть искать. Вот, но в любом случае здесь я нарисовал крепеж под маленький GPS на GPS микроформата, но я думаю, это лучше, чем вообще никакого, правильно? Я слышал о нем хорошие отзывы, это M10, хоть и маленький, но M10 GPS, давайте посмотрим. Кроме всего прочего, поскольку мы снимаем синематик, нам нужны сегодня ND-фильтры. Что такое синематик? Вот эти красивые, классные кадры. За счет чего они получаются? За счет правильного подбора контраста. Если у вас не сильно контрастное изображение, оно выглядит лучше, более детализированным и более мягким. Кроме того, очень большую роль в этом всем играет размытие в движении. Если вы правильно настроите камеру, картинка будет еще более мягкой, еще более плавной. А для этого нам нужны ND-фильтры. В прошлый раз мы использовали вот эти ND-фильтры от Gepard-C, в этот раз мы их использовать не будем, потому что они не снимаются. Зато у Freewell появились правильные фильтры по красоте, которые не сильно торчат за пределы камеры. И очень хорошо должны сниматься, надеваться, все как надо. Давайте посмотрим на них. У них, кстати, новая коробочка. Ну, по крайней мере, упаковка. Вот так открывается, внутри сами фильтры лежат. А здесь написано, какой фильтр под какую погоду нужен. Вот сегодня у нас очень солнечный день, но не прям жесткий. И здесь вот написано, есть жесткие солнечные лучи, 64 ставить. Или в обычный светлый день, как вот, например, сегодня 32. Мы ставим тоже 32. У них также новая пластиковая упаковка, без магнитиков. Зря. Мне магнитики очень нравились. Вот так вот выглядит фильтр. Красиво, классно, меня устраивает. Теперь нужно сделать настройки камеры. Включаем дрон и заходим в настройки в очках. Ух ты ж, я только включила уже 9 спутников. 11, 12, прекрасно. Так, теперь мы заходим в настройки и включаем, во-первых, ручной режим. Это делать обязательно, потому что вручную картинка всегда лучше. И выставляем шаттер 1/100, если вы используете 50 кадров, 1/120, если 60, то есть в 2 раза больше, чем кадров в секунду, которые вы будете использовать. Кадры в секунду у меня написано вот здесь, я использую 4К 50, и здесь ставлю поэтому 1/100, в 2 раза больше. ISO я ставлю автоматическое, но иногда можно поставить вручную, но в данном случае мы обычный полет используем автоматически. Но нужно ограничить его верхний диапазон, то есть докуда он вверх будет идти. Я ставлю обычно 400. Выше картинка становится шумной. Обязательно выставляем баланс белого вручную. Сейчас днем обычно в районе 6000 выглядит хорошо. И обязательно ставим делог, потому что в нормальном цвета очень контрастные, переконтращенные. Как видно, вот, например, тени здесь уже темноваты. В делоге они светлее, и я почти всегда крашу картиночку, даже на телефоне, когда я загружаю. Там достаточно просто чуть-чуть сделать более насыщенные цвета, и уже нормальная картинка. Ну а теперь можно лететь.
Ну, если я правильно помню, мы с вами хотели протестировать всякие литионки. Вот такой вот аккумулятор. Мне даже интересно, насколько его хватит. Это пока 18650. Не такой большой, но он слегка больше, чем обычные липошки, поэтому по весу он не сильно отличается. Но, вот, скорее всего, по полетному времени отличается сильно. Ну и начался этот длительный затяжной вылет. По центру у нас напряжение на ячейку. Напоминаю, что литионки это 4,2 максимальное напряжение и что-то около 2,5-2,6 вольт на нижней границе. Слева у нас время, справа у нас уровень газа. Как видно, аппарат летает в районе 60-70 км в час с всего лишь 30-33% газа. Это очень здорово, очень быстро. Ну что ж, ребята, мы еще летаем. Уже налетали 12 минут. И общая пройденная дистанция 12,7. Сверху в правом углу я всегда вывожу общую пройденную дистанцию, чтобы понимать, на какие дистанции можно рассчитывать на таком дроне. Ну, то есть 5-6 километров можно на таком вот пятерке летать. Если GPS нормально откалибровать, все настроить, нормально спутников поймать. Как видно, даже несмотря на то, что он мелкий, он больше 20 спутников стабильно ловит. То есть это, скорее всего, у нас будет хороший возврат домой, стабильный. Стрелка все время показывает в сторону дома, тоже это показатель, что все работает корректно. Весь полет держал, получается, около 30% газа, 30-35. А это примерно 60-65 км в час. Отличная скорость, я считаю. Ну, 2,9, потихоньку падает напряжение, можно летать до 2,5. Но тут напряжение уже быстро будет сейчас падать, поэтому я буду сейчас потихоньку садиться. 13,5 налетали, я думаю, до 15 можно растянуть, если очень захотеть. Долететь до дома, но летает долго. Ну и я не стал выжимать аккумулятор досуха, я сел на 3 вольта ровно на ячейку, и я должен сказать, что там еще достаточно для того, чтобы налетать минуту, может быть 1,5, может быть даже 2. Так что с такой батарейкой 15-16 минут это то, на что вы можете рассчитывать, и около 15 километров. Так, картинка пошла, здесь стартую запись экрана, и все, телефон у нас работает. А смысл каком? Я сейчас в очень красивом месте, и спонтанно так получилось, и как видно, сзади есть шикарная гора. Лететь до нее не близко, около 5,5 километров, 6. Но мне такое ощущение, что этот дрон справится. Тем более мы сейчас ставим большую литионку. Большая литионка это 21700. В ней примерно 4200 мАч, 6С. Ну, такой кирпичик солидный. Я рассчитываю, что мы спокойно слетаем туда, вернемся обратно, и все будет четко. 7 спутников. Приготовился. 7 спутников. Ждем спутники. Всегда лучше... О, вот сейчас все в порядке. 8 спутников минимум, но лучше 10-11, чтобы было точно. Ну, все, полетели. Хорошо, идем. Я не вывел потребление, потому что мне в целом потребление не важно. Оно редко срабатывает у меня, по крайней мере, нормально. Мне лень калибровать по-человечески. Зато я примерно представляю, сколько он километров налетает. Я думаю, что налетает примерно 14-15 километров на этой батке. Как видно, справа наверху мы 4,5 пролетели уже. То есть примерно треть. Это хорошо. И мы уже почти на месте, на самом деле. Около 5,5 километров до вершины. Какая офигенная гора. И будет дайв по правой стороне вниз, потому что там у нас есть видимость. Налево видимости нет. Видите, вот 3 снежные полоски впереди. Вот до них у нас есть видимость, поэтому я к ним лечу. Вот то, что зеленое уже слева идет, это вот у нас видимости нет до них. Поэтому туда мы ниже опускаться не будем. И, соответственно, мы можем сейчас прижаться к склону. У нас есть здесь везде спокойно связь, скорее всего, будет хорошая. При этом, что интересно, DJI O4 все еще 30 мегабит дает. На 5,3 километра сейчас прекрасно. Каких-нибудь горных козлов мы здесь, наверное, уже не увидим на такой высоте. Здесь им кушать нечего. Вроде все четко, даже особо ветра нет. Красота. Почти на самом верху. Вот крест. Уху-ху. Уху-ху. Вон триглав. Мы можем попробовать здесь пару финтов покрутить. У нас батарейки пока хватает. Давайте вокруг креста покрутимся. Кстати, по-моему, металлический, обычно деревянный ставят, а здесь, по-моему, полностью из металла. Красиво выглядит. Полированный крест. Все, пора на дайв. Я не знаю, на всякий случай. Просто показал, что есть такая возможность на этом аппарате летать далеко. Просто взяли литионку
хорошего качества ячейки. И погнали. Сколько дистанция была? 5,7. Пешком бы здесь прогуляться, вот здесь вот встать. Там такие виды, ой-ой-ой. По-моему, вот эта тропинка еще по гребню идет. Кайф. Ну а сегодня нас позвали небольшое мероприятие отснять в довольно приятном месте. Тут много тачек, много прикольного всего. И я взял, естественно, Mark 5 с собой, потому что хороший аппарат, почему бы не воспользоваться для настоящих съемок. Потому что все мы маленькими видеографы хотим именно снимать коммерцию. И вот сегодня как раз будет пример коммерческой съемки. Первое, что мне нужно сделать на любом мероприятии, и это, в принципе, не важно, где я летаю, этот коптер пока уходит в сторонку, а мы берем какой-то другой аппарат поменьше, просто для того, чтобы проверить, как работает связь. Если какие-то проблемы, помехи или еще что-нибудь, как же громко. Естественно, я сначала протестирую на Tango, то есть на Crossfire. Если оно все работает отлично, то оставим на ней. Но также у меня есть DJI-аппаратура, я могу переключиться на нее. Ну и наша здесь основная задача — пролететь над всеми местами, в которых у нас есть вопросы. То есть отлететь чуть подальше, пролететь за боксами, где могут сидеть какие-то диджеи, где могут передача данных. Для того, чтобы стоять, что у нас точно на самых дальних уголках есть связь, что все везде хорошо отрабатывает. И даже если там есть какие-то помехи, чтобы мы знали, что они там есть и имели это в виду. Но в данном случае было все очень четко. Мы не мешали звуковикам, никаких не было людей с лайв-трансляциями, все было четко, эфир чистый, можно лететь. Все работает, аппарат готов. Смотрите, что я сделал. Просто потому, что мне очень хочется экшен сюда сверху поставить, чтобы вертикалочку, короче, классно снять. GPS-маунт я назад сдвинул, просто вот так пододвигаю аккумулятором вперед, он не мешается, он вертикально за аккумулятором сидит. При этом я ничего не отпаивал, просто развернул его как-нибудь. Ну ладно, а мы полетели. Living good.
Упс. Вот так вот он выглядит сейчас. Аккумулятор чуть-чуть подмяло, ну так, минимально. По нему хорошенько проехались, но рама целая. Единственное, что вот здесь вот, видимо, чем-то придавило. Моторы целые, крутятся, потерял гайку. И вот здесь вот камера, конечно. Ну, камеру раздробила. Не пойму, как это вообще так случилось. Ну, сенсор работает. Единственное, что линзы нет. Может быть, пойти поискать еще. Но линзу сейчас я так сходу не нашел. Экшен, в принципе, пережила нормально. Вроде ничего не выдрала. Единственное, фильтр сломался. Это уже другой. Тот разбился в хлам. Но я даже не понял, как по нему так проехали, что вот камеру настолько вырвало. Он в остальном-то в целом целый, а вот ну камеру так раздолбало. Не могу понять, в каком месте, обо что он так зажало его. Что вот, потому что алюминиевые щечки, они, в принципе, целые. Не пойму, короче. Сейчас иду на всякий случай посмотреть еще, может быть, линзу найду. Тут куча всяких мелких вот черных частиц. Но это все в основном резина. Вы не поверите, ребят, что я нашел. Я тут много мусора нашел. Но вот наша камера. Но от нее тут немного осталось. Вот наша линза. Тоже выглядит она, конечно, довольно стрёмно. Ну и куча разного мусора. Фильтр вот где-то вот здесь. Давайте я еще поищу, может, все-таки найду. Но выглядит плачевно, если честно, тут спасать нечего. Ну и давайте пару заключительных слов. Я вот его еще раз сейчас подключил к бетке, подключил к очкам, все есть. То есть картинка передается, полетник работает, регулятор работает, моторы крутятся. Единственное, что сломалось, вот это действительно вот эта вот защитка поверх проводов на раме. Все, больше ничего не сломалось. Ну а как так сломался сенсор? Ну то есть даже не сенсор, а корпус для камеры, я так и не понял. И вот, к сожалению, DJI продает только целиком модуль камеры за $100. То есть он мне не нужен. Я бы хотел здесь чисто взять пластик с линзой. Это было бы гораздо дешевле. Но вот они не продают отдельно. Ладно, корпус я могу как-то попробовать нарисовать. Но вот именно линзу тоже нужно поискать. Может, какую-то замену попробовать найти. Ну, что-то попытаться придумать. Потому что $100 не хочется сюда вкидывать. С другой стороны, можно поставить реально целиком новый сенсор. А этот сенсор оставить на потом. Может быть, какая-то будет необходимость в запасных частях. И вот отсюда я смогу что-то перепаять. Либо поставить куда-то, где, например, сенсор у меня выгорит. Или что-то еще. Буду лазерное шоу снимать. У меня вот здесь вот также в руках лежит Vapor. И по весу, кстати, да, по весу они очень сильно различаются, и в этом, наверное, основное отличие. Да, они выглядят немножко иначе. Этот аппарат все-таки какой-то он более компактный и как будто пободрее из-за этого. Он как будто вот легче летит. Этот аппарат все-таки как будто такой чуть более танк, более тяжеловес. 405 грамм без стрэпа, 410 со стрэпом, это 475 без стрэпа, 480 со стрэпом, это получается 80 грамм разница. На таких вот аппаратах 80 грамм это очень много. И здесь действительно чувствуется, здесь боковые стенки, рама длиннее, все такое, и такое ощущение, что этот аппарат как будто чуть более топорно сделан. Вот это как-то он выглядит повеселее. Но ему не хватает какой-то строго черной расцветки, или какой-то такой белой, или какой-то такой, которого действительно можно было бы в работе использовать. Зеленый аппарат, ну он прикольно выглядит. У него и вторая вот расцветка тоже достаточно яркая. Хотелось бы что-то построже. Но это в любом случае всегда можно снять эти 3D-печатки, перепечатать, надеть другие пропы. Это как бы вопрос легко решаемый. Если вы такие же, как и я, и вам в целом все равно, есть ли пропа в кадре или нет, то берем эту версию. Она летает очень забористая, очень хорошо крутится, весело летает, не трясет, очень плавно, очень мягко, вот то, как надо. Если же вы все-таки эстет и хотите, чтобы в кадре пропов не было, вам нужно брать раму, у которой передние лучи шире расставлены. Такая рама здесь есть. Это Mark 5 X-образная рама, White X, есть также еще Mark 5D, то есть Dead Cat с более широкими лучами спереди. Это то, что вам нужно, если вы хотите именно снимать. Пропов в кадре у вас не будет. На Mark 5 стоит полноценная кросс и очень элегантная, красивая рама. Одна из самых красивых рам, что я знаю. Здесь, конечно, рама, ну, такая, она чуть-чуть дубовая, она все равно симпатичная, стильная, узенькая, но она все-таки дубовата. Вот эта рама, конечно, красивее, но, скорее всего, она чуть меньше держит нагрузку. Он и тяжелее именно из-за того, что у него гораздо более массивные лучи. Здесь лучи уже, но оно и выглядит лучше и летает. В остальном по электронике, по камере особой разницы нет. Моторы чуть-чуть они отличаются, но тоже не особо. И в целом очень высокий киви, что там, и это значит, что у вас очень высокая скорость. Это мне понравилось. Действительно, легко так пуляет, есть некая инерция, хорошо перелетает, но не сильно тяжелая, ни кирпич, ни корова. Летает, в общем, забористо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите видео, заглядывайте в описании. В описании будут ссылочки на этот аппарат и на фильтры от Freewell. Я сейчас пока поставил на Vapor. Хорошо сидят, у них есть небольшая винетка по углам, но как только вы накладываете стабилизацию, все это как раз отрезается и становится вот реально классная картинка и ничего не торчит. При этом они нормально снимаются. На этом все, пока.